Привет! В этом году я выкладывала мало видео на свой канал, однако, несмотря на это, он продолжал расти, я набрала первый миллион просмотров, что, безусловно, приятно, и все это возможно только благодаря вашей поддержке и активности. Поэтому я решила сделать подарок своим верным зрителям перед Новым годом и все-таки выложить новое видео с топом средств за 2002 год для ухода за кудрявыми волосами. В общем, сегодня я вкратце буду обозревать то, до чего целый год у меня не доходили руки. Меня зовут Анна, это мой бьюти-блог «Кудрявый космос». К делу. Итак, топ средств для ухода за волосами 2022. Шампуни. Лучшие шампуни, которые я открыла для своих волос и своей кожи головы в 2022 году, это шампуни от Vichy. Первый шампунь – это хорошо очищающий сульфатный шампунь. Vichy Detox подойдет для обладателей в первую очередь жирной кожи головы, то есть тем людям, которым необходимо мыть волосы каждый день либо через день. Шампунь очищает кожу головы хорошо, до легкого скрипа, при этом длина волос не превращается в какое-то прям совсем сухое сено. Однако, естественно, некоторая сухость от такого сильного очищающего шампуня на волосах будет чувствоваться. Но это ликвидируется применением кондиционеров. И шампунь номер 2 от Vichy Nutri-Protein – это шампунь, который подойдет обладателям сухой кожи головы, либо нормальной кожи головы, склонной к сухости. В Латвии эти шампуни я заказываю с сайта Look Fantastic, ссылки оставлю в описании к этому видео. Напоминаю, если вы придете по этим ссылкам и сделаете заказ, то мне придет небольшое вознаграждение, которое будет мотивировать меня на съемку других видео. Идем дальше и перехожу к топу кондиционеров для волос 2022. И начну сразу с супер универсального кондиционера, который подойдет любому типу волос. Прямым, вьющимся, кудрявым, низкопористым, высокопористым, в общем, любым. И это кондиционер Matrix Moisture Rich. В составе этого кондиционера нет ничего лишнего, только жирные спирты, которые помогают распутывать волосы и делать их более мягкими, катионные ПАВы, которые кондиционируют волосы и немножко маскируют возможные повреждения. Это легкие масла и влагоудерживающие компоненты, и все это в комплексе дает кондиционеру от Matrix суперэффективный результат и эффект на волосах. Он отлично распутывает волосы, наставляет поверхность волос более гладкой, более блестящей. Иногда мне после него даже не нужен несмываемый кондиционер. И при этом, при всем, он не утяжеляет волосы. Вот вообще не склонен их утяжелять. Поэтому я рекомендую искренне от всей души попробовать этот кондиционер, ну прям вот каждому. И следующий кондиционер, о котором я хочу рассказать, который мне тоже понравился и меня удивил, это маска Husk Keratin с протеинами. Именно маска, не кондиционер, а маска. Вот в такой вот маленькой упаковочке. Несмотря на протеины в составе, он дает такой умеренный протеиновый эффект. Нет абсолютно никакой сухости, никакой жесткости, которая часто бывает от большого количества протеинов в составе масок. Волосы гладкие, они очень хорошо очерчиваются, но при этом длина не пружинит и не сильно подпрыгивает. И такой эффект возможен из-за того, что маска Husk Keratin довольно тяжелая, неожиданно тяжелая для протеиновых, кондиционеров, да? Потому что обычно средства с протеинами довольно легкие. Эта маска не подойдет вам, если у вас одновременно тонкие, низкопористые, или слабо поврежденные волосы. Она может вам просто утяжелить ваши волосы. Всем остальным рекомендую попробовать. И еще одна маска, о которой хочу рассказать, это маска с силиконами, которую я использую тогда, когда распрямляю волосы, потому что дает просто божественную гладкость на волосах. Это маска L'Oréal Metal Detox. Если вы любите продукты с силиконами, если вы стремитесь разгладить максимально ваши волосы, если вы не боитесь их утяжелить, то эта маска, однозначно рекомендую ее. Следующая категория – это несмываемый уход, то есть несмываемые кондиционеры и кондиционирующие кремы для волос. На самом деле из несмываемых кондиционеров и кремов в этом году меня особо ничего не зацепило. Единственное, что я могу выделить, на что обратить внимание, это такой несмываемый крем от Carol Smith. И сейчас, внимание, этот несмываемый крем не подкручивает локоны, не собирает их в какие-то там красивые спирали, не пружинит длину. И единственная его функция – это просто хорошее кондиционирование волос. Он отлично сочетается с различными стайлингами, то есть хорошо подходит как подложка под гели, муссы, пенки и так далее.
Кроме того, у него приятная консистенция, приятный запах. И, в общем, выглядит он как просто хороший, дорогой, несмываемый кондиционер для волос. Подойдет он как прямым волосам, либо если вы выпрямляете волосы, ваши волосы довольно пористые для того, чтобы выдерживать несмываемые кондиционеры, скажем так. Так и, понятно, кудрявым волосам для кудрявых укладок. И мы добрались до кульминации этого видео – стайлинги. Но здесь, конечно, для укладки кудрявых волос. Кстати, в конце видео я поделюсь с вами своими любимыми стайлингами для выпрямления волос. Так что смотрите до конца, если вам интересно. Итак, в этом году в укладке моих кудрявых волос больше всего меня впечатлил гель для кудрявых волос от Umberto Gianni. Потому что он делал какую-то просто невообразимую красоту на моих локонах во время нестандартных условий, когда я находилась в Испании во время палящего солнца и высокой влажности, когда просто ни один стайлинг не мог совладать с этим вот всем. Вообще у него не сильная фиксация, стайлинг уходит, скажем так, в сторону увлажнения, но при этом очень красиво очерчивает локоны. И, в принципе, мне такой фиксации достаточно. В Латвии его можно купить в Douglas, и сейчас там действуют новогодние скидки. А так он также продается на Укрфантастике. Ссылку я, естественно, оставила в описании к этому видео. Переходим к категории муссы и пенки для волос. В общем-то, из топа у меня как был в топе Well Shockwaves с зеленой надписью, так и остался из муссов, да. И какой-то альтернативы прям ему я не смогла найти, хотя я покупала в этом году довольно много муссов для волос. В общем, этот все равно самый любимый. Не открытие 22 года, но остался в топе. Рекомендую, если увидите такой с синей надписью. Но еще многие, кстати, сравнивают его, взаимозаменяют его, точнее, муссами от Vela Deluxe. Хотя для меня они немного другие, но тем не менее. В этом году я открыла для себя хорошую пенку. Пенку от Inside, которую я лично рекомендую использовать в сочетании с другими стайлингами, вот как верхний слой на прикорневую зону, либо немножко по всей длине можно наслоить на предыдущий стайлинг, потому что сама по себе пенка не обладает хорошей фиксацией, фиксация очень слабая, однако в сочетании с другими стайлингами, фиксация укладки в разы улучшается. Вообще в этом году пенки и муссы продолжают оставаться одними из моих любимых стайлингов, потому что мне с ними супер легко укладывать волосы, мои прически получаются, знаете, такими очень естественно уложенными, без кукольных кудрей. Я стараюсь еще больше как-то распушить эти волосы, стараюсь сохранить длину, чтобы она не очень пружинила и подпрыгивала. В общем, и в этом мне действительно сильно помогают муссы и пенки в укладке. Также в этом году я открыла необычный стайлинг для своих волос. Это стайлинговый крем от бренда Estelle, моделирующий крем для волос 3D Hair, что там, RX2, наверное, так он называется. И смысл в том, что я могу использовать только один этот крем в укладке, без несмываемых кондиционеров, без каких-либо других стайлингов. Только этот крем, и все. И моя укладка, внимание, держится 3 дня. Помимо хорошей фиксации, этот крем также красиво подкручивает локоны, формирует красивые пряди, убирает пух настолько, что в первый день вообще нет объема. То есть укладка в первый день выглядит хуже, чем укладка на второй день. Естественно, есть минус. Минус в том, что этот крем для пористых волос, начиная от такой пористости, как у меня, не меньше, потому что он довольно жирный. В его составе есть синтетические масла и, видимо, в большой концентрации. Именно поэтому сразу после нанесения чувствуется жирный след на волосах. Переходим к специальному уходу для кожи головы и волос. В этом году я столкнулась с сильным стрессом и с ужасным послековидным выпадением волос. Волосы выпадали 5 месяцев, и восстановить, вот сейчас я восстанавливаю густоту, помогаю, стимулирую рост моих вновь растущих волос при помощи пептидной сыворотки от The Ordinary, и она мне нравится по всем показателям. Я вижу, что волоски растут, я вижу ореол новых волосков. В составе подобраны пептидные комплексы с доказанной научной эффективностью. Удобная пипетка, кстати, что немаловажно. И благодаря ей, как я предполагаю, в общем-то, сыворотка очень экономично расходуется. Например, флакончиков 60 мл мне хватает на месяц.
The Ordinary я искренне рекомендую. В Латвии, опять же, можно найти в Дугласе, но они там редко бывают, то ли их быстро раскупают. Ну и переходим к топу стайлингов 2022 для выпрямления волос. И первое, что хочу отметить, это вот такой спрей, кондиционирующий спрей термозащиты от Matrix. Это прекрасный продукт, который не утяжеляет волосы, при этом неплохо их сглаживает, кондиционирует, скажем так, и обладает термозащитными свойствами. В общем, когда я выпрямляю волосы феном и потом утюжками, я с удовольствием его использую. И напоследок я оставила просто пушку-бомбу для выпрямления волос, для ношения прямых волос. Это продукт, который действительно помогает сдержать пушок при высокой влажности и продлить вот эту вот красивую гладкость выпрямленных волос. Это продукт от Color Wow. В общем, спрей против влажности. Это очень хорошая штука. Нужно использовать обязательно при сушке волос феном. То есть он активируется теплом. Вот, если есть возможность, попробуйте. Я его опять же купила на Look Fantastic. На этом топ-средств для ухода за волосами 2022 у меня заканчивается. У меня есть также антифавориты этого года. Если интересно, могу снять на эту тему отдельное видео. Дайте знать в комментариях, какие продукты для волос стали вашими любимчиками в 2002. Дайте знать в комментариях, какие продукты для волос стали вашими любимчиками в 2022 году. Мира вам! Живите долго! Пока!